Пушкин, ты поезд ждешь? Да, А куда ты поедешь? на море. Желтый. И там Ты это угадал. не синий, это желтый. Это не синий, действительно, это желтый. Итак, на моем пути провинция Краби. И крабы тут ни при чем. Ведь Крабби в переводе означает меч. Если, конечно, интернет не врет. Так вот, прилетаем мы в одноименный городок Краби. И на выходе из аэропорта сразу встречаем первого попавшегося человека, который соглашается везти нас за 1500 бат с троих на остров Коланта. Что дешевле даже, чем автобус на троих. И далее с комфортом едем в машине под проливным тропическим ливнем на паром. Пару километров через речку и не выходя ни разу из машины мы уже на Коланте. Кстати, вообще что это? Остров или... На самом деле это 3 острова. Ко-Кланг, который многие считают не островом, а частью материка. Ну просто он отделен всего лишь речкой от большой земли. Коланта-Ной, на который мы уже сошли с парома. И Коланта-Яй, где мы и снимали отель. Он соединен мостом с Ланта-Ной. Вообще я же готовлюсь к поездкам почти всегда и понимал, что мы едем, если не в глухомань, то как минимум в небольшой такой глушеныш. Китай цикады так пиликают, а в Таиланде короткие замыкания. Здесь, там, везде. Так идешь и все везде трещит. Плюс понимал, что вне сезон, а именно в августе. Моря нам не видать Мальдивского и возможно даже и солнца. Солнце светит, и дождь идет, и мы ничего не можем снять. Развлечений тоже вряд ли, и спросишь, а чё там делать-то? И зачем туда ехать в августе, вне сезон? Самое полезное, что можно делать на Коланте вне сезон, это ничего не делать. Ну, то есть, пытаться купаться в море, лежать, сидеть, смотреть на дождь, купаться в бассейне и смотреть закаты, как отдельный вид искусства и необходимого досуга на этом острове. Место шикарно подходит под такой вариант развлечений. Такая установка и была у меня на первые 3 дня. Ладно, я выдержал всего лишь сутки в таком режиме. А дальше снял байк и вперед. Бензиновые автоматы. Сунул монетку или купюру и заливай, собственно. Полиции тут нет как таковой, особых проблем с арендой тоже нет. И хотя в Таиланде обязательно для этого иметь международные права, на Коланте все тупо забивают на это. Полицию мы не встречали, а арендодатели не спрашивали ничего, кроме оплаты и паспорта. Так вот, ехать куда-то круто, но нужна какая-то цель. Например, ехать есть. Кстати, самые топовые в Таиланде места для поесть — это по правилу чем проще и страшнее, тем вкуснее и дешевле. Так, попробовав том-ям в придорожной кафешке за 75 бат, влюбился в это место и готов был там есть всегда. Это, кстати, единственная придорожная кафешка рядом с нашим отелем. Для сравнения, цены в рестиках в 3 раза больше.
И у меня был такой план, даже ничего не снимать первые 3 дня, вообще ничего не делать, лежать в гамаке. Но меня хватило только на сутки. И поэтому переходим ко второму варианту. Называется самое популярное место Ланты национальный парк Муко-Ланта. Приехать на скутере, заплатив какие-то копейки за въезд, не проблема. Подъезжаешь практически к маяку, но от парковки начинается тропа по джунглям, которая тоже выходит на маяк. Но не через 200 метров, а через пару километров. Вот интересно, это я дурак, что попёрся? Или это все дураки, а я умный? Поэтому я пошел. Скажу в конце. Какое гигантское дерево. Фух. Национальный парк на самом деле это не только маяк, пляж и пару гор с джунглями. Его площадь около 134 квадратных километров суши и моря, включая соседние острова. Собственно, название Муко и означает в переводе группа островов. Не буду тянуть, животных я не встретил, да и людей тоже, честно говоря. Только слышал какие-то прыжки на деревьях, то ли от птиц, то ли от обезьян. Ну, короче. Не, я думаю, все-таки я дурачок. Или я слепой и не видел никаких животных, но эта тропа занимает почетное место рядом с тропой художников на Бали. Кто смотрел, тот знает. В данном случае те, кто поленился идти по тропе и сразу пойдет комфортно 200 метров от парковки до пляжа, молодцы. Потому что и пляж очень классный, и маяк, как изюминка на торте, придает пейзажу особую атмосферу. Несмотря на то, что этот маяк вообще в плохом состоянии, на самом деле виды отсюда открываются просто сумасшедшие. И определенно не зря мы сюда пришли, даже с учетом того, что я прошел не очень лучшую тропу в моей жизни. Когда ты с маленьким ребенком, тебя могут спасти только 3 вещи. Детские площадки, море и животные. На маяке море было шикарное, Златан в восторге. Ну а теперь переходим к животным. Вариант номер 3. Тут появляются плюсы не сезона. Мы были совсем одни. Все по стандарту, купили у типочка в отеле тур, утром нас забрали из отеля и привезли куда надо. Короче, первым делом нам объяснили, что мы находимся не в цирке и не в зоопарке. Это лечебница и дом для слонов. Поэтому нужно уважительно относиться к этим гигантам. Про катание на слонах даже разговора не идет, если что. За это ставлю отдельный лайк этому месту. Так вот, всего здесь было на тот момент 4 слона. У каждого есть имя и печальная история из-за людей. Одному выкололи глаз, другому сломали ребра, ну не буду впадаться в подробности. Суть в том, что над всеми издевались когда-то. И перевозили этих огромных животных с других островов в очень плохом состоянии, скажем так, не туристических островов, на средства благотворителей. А далее восстанавливались здесь, физически и психологически. Конечно, слон, страдавший от рук человека, никогда это не забудет и может выкинуть что-нибудь опасное для туриста. Именно поэтому нам первым делом рассказали, чего не нужно делать рядом с конкретным слоном.
Например, этого 40-летнего и 3-тонного гиганта избивали палками, из-за чего были множественные переломы костей. Теперь не стоит рядом с ним поднимать палку над головой, дабы не тревожить воспоминания. И так у каждого слоника есть своя трагичная история и свои травмы. Все, у меня нет. По сути, ты платишь деньги за вход для того, чтобы это все как-то функционировало и слоны не остались без присмотра. Денег хватает, чтобы существовать, но не хватает, чтобы привозить и помогать новым. Короче, покормили слонов, помыли их, почистили, искупались в слоновых какашках. И все это за 1500 бат. По-моему, замечательная сделка. Я не очень доверяю всяким благотворительным штукам на слово, но здесь я искренне надеюсь, что деньги идут во благо животным. И оттого этот аттракцион для меня занял первое место на Ланте. Общаешься с чудесными животными, ухаживаешь за ними, получаешь только добрые приятные эмоции, если, конечно, не боишься грязи и какашек. Так еще и помогаешь монетой. Все включено. Моя личная рекомендация. Вне сезон на западном побережье довольно большие волны и очень много мусора. Это прям реально проблема. Вне зависимости от ветров или дождя. Доходит до того, что сами туристы убирают мусор. Похвально. Мы думали, что они тут такие купаются, мы такие, пойдем туда тоже люди. Приходим, они мусор собирают. Я не думаю, что собирание мусора что-то изменит в этом мире. Но это очень похвально, когда такое происходит. Я только за. Но, к сожалению, на 100 человек, которые поднимут бутылку и выкинут в мусор, есть миллионы тех, кто выкинет ее в море, пусть даже и случайно. А вот на восточном побережье штиль в это время и офигительно голубая вода, но там я не нашел никаких пляжей. И поэтому вариант номер 4. Вне сезон многие туры закрыты из-за волн или из-за охраны окружающей среды, поэтому выбора особо нет на Ланте, так что представляю твоему вниманию тур под названием «4 острова». Наконец-то! Спустя несколько дней мы нашли вот то, зачем приехали. Вот, это лазурная водичка. Рыбки, глянь, Конгай, Коочуак, Коомук и Коокрадан или Крадан. Сори, если неправильно произношу. Стандартный тур с нормальным снорклингом, кристальной водой. И вроде были у нас уже туры в Индонезии и Филиппинах, и мы вроде привыкли уже. Но по факту нам очень понравилось, потому что, повторюсь, на туристическом побережье вне сезон волны и куча мусора. А здесь шик-блеск. Однако кое-что все-таки удивило. Это пещера на Коомук.
Именно на этом острове нужно проплыть насквозь через пещеру, чтобы попасть в лагуну. И это не просто небольшой грот, ты реально плывешь в кромешной тьме с фонариком метров 200, а потом попадаешь в райскую лагуну. Очень классный опыт. Все форумы, на которых я читал, писали, что тут вообще не очень. Рыб нет, ничего не круто, только эта пещера круто. На самом деле все круто. Нам все очень понравилось, и особенно, конечно, проплыв в пещере в кромешной темноте, это действительно впечатляет. Такое мы уже видели, кстати, на Филиппинах, но все равно это не одно и то же. Это прям разные впечатления. Вкусно? Остров. В остальном все как обычно. Неплохо, короче. А тут сразу и мороженое на выходе. Как вам тур? Мне понравилось. Вот Златан впервые через пещеру проплывал. Да. Там медведь упал. Нельзя делать. Нельзя. Змея. Ты про Нельзя. змею говоришь? Кстати, это не все. Так как лодки на островах отходят в основном с главного пирса Ланты, с основной деревушки этого острова, то очень интересно провести здесь какое-то время, ну или как минимум прогуляться. Это трудно назвать чем-то необычным, поэтому я и не стал выделять для этого городка отдельный раздел, но довольно атмосферно, и пообедать там стоит, тем более вне сезон, когда тут штиль. Таким образом, на острове, на котором делать абсолютно нечего, мы заняли уже практически целую неделю. Но есть куда более уникальное место для тропического острова. Мангровые леса – это идеальное место для тех, кто хочет насладиться первозданной природой Таиланда. Написано в интернете, но... Маша, комментарий. Мы, короче, решили отдохнуть. Златан, ты как? Женя, а ты как? Чё-то мы подустали. Греби! Настасья, греби! А кто-то вон там едет, попивает чаек на лодочке. Конечно, китайцы, кто еще? GPS не работает. Кажется, дождь начинается, буря там какая-то грядет. Спасай семью, Матрена. Но русские не сдаются. Ну, может, чуть-чуть сдаются, а потом не сдаются. Не знаю, нам так повезло или всегда так, но течение было очень сильное и реально можно улететь в море и сдаться. Но мы не из таких. Кстати, если не видел видос про мои гонки на драконьих лодках в Китае, welcome по ссылке.
здесь лодка такая моторная. И она ждет таких туристов, как мы, которые сюда приплыли по течению, а обратно не могут. Вот. А сколько за это платить, я пока не знаю. Но мы пока боремся за наш возвратный путь. Леса, конечно, классные на самом деле. И если заранее знать и не лезть вниз по течению, то... Какая красота. Оказывается, если от главной реки в сторону сделать шаг в ручеек какой-нибудь, здесь не будет течения. И людей. Но зато есть орлы, рыба, и лягушки. И комары. И почему-то недовольный Златик и Настя. Если серьезно, то место очень живописное, и плавать по этим лабиринтам нереально интересно. Это необычный опыт, который мне лично понравился. Изучать эту локацию можно бесконечно, если, конечно, хватит сил. Главное не заблудиться. Как тебе дрон садить? Вот это стресс, конечно. Тут течение довольно сильное. И взлететь-то я взлетел легко на дроне, а вот посадить его реально трудно. Потому что лодочка маленькая, надо рукой. В общем, слава богу, в этот раз без травм. Не как на вулкане. Коh Lanta сильно зависит от сезона по волнению моря и неба. Мы знали, что так, и поэтому приехали сюда, чтобы побыть подальше от толп, насладиться настоящим Таиландом и получить новый опыт несезонного отдыха. Как уже понятно из этого видео, мы остались довольны, несмотря ни на что. В итоге в первые дни я решил, что тут реально нечего делать и надо валить отсюда. Мы купили заранее билеты на автобус в другое место. И теперь, по прошествии 9 дней на этом острове, я думаю, что мы даже не все еще успели. Можно было бы еще остаться, сходить в пещеры, съездить на те острова, которые не закрыты вне сезон. Короче, остров приятно удивил в целом. Этим самым я хотел просто напомнить, что даже самое скучное место может стать очень интересным, если просто открыть глаза. Мы не прощаемся, увидимся в новых видео на моем пути.